Кто наблюдает за тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Вы настолько такой человек щедрой, широкой души, что вот мне кажется, вам не жалко снять последнюю рубашку и отдать, если люди в том нуждаются, да? Особенно если это какие-то люди, вот, ну, может быть, малоимущие, да, вот такие вот бедные несчастные, у которых ничего нет. Вы настолько щедрый человек, что вас не нужно, в общем-то, просить даже. Окружающие прекрасно видят, какой вы, да. Вы человек, который вот может кинуться на помощь, даже если никто не просит, да, вот о чем я и говорила только что. Настолько вы вкладываете душу во все, что вы делаете, настолько вы вкладываете в эту помощь, в эту поддержку, вот каждую свою клеточку. Вы человек, который не боится абсолютно где-то ударить в грязь лицом. Вот вы чистый, искренний, вот вы такой, какой вы есть. Вы не боитесь, но опять же, резать правду матку, это однозначно, и неважно, кто перед вами стоит. Но и тем не менее, вот вы то, что думаете, то и говорите. Да, это не всем нравится, но вы такой, и другим вы быть просто, ну, не умеете, да? Вы привыкли как-то вот с легкостью жить, да, с легкостью в каком плане? Вы абсолютно не пессимист, вы не зацикливаетесь на каких-то неудачах, на плохих событиях. Вот вы встали, знаете, немножко там погрустили, понятно, что не робот, да? Погрустили, попереживали немножко, а потом встали, отряхнулись и пошли. Потому что вы стараетесь, ну, как-то жить все равно на позитиве. Вы ищете везде позитив, даже в каких-то самых печальных событиях. Ну, то есть, знаете, вот ваш девиз, наверное, все, что делается, то к лучшему. И даже в самых таких печальных ситуациях. У кого-то из вас может сейчас проиграться период, когда ну, финансы поют романсы. Когда либо же ну, здесь может быть сокращение по работе, либо же вы уже знаете, что вот будете скоро уже без работы, да, может быть, закрывается предприятие, может быть, там какие-то перетрубации, реорганизации идут. У кого-то может проиграться, что вы, может быть, недавно, ну, какую-то сумму, может быть, помогли кому-то из там близких, друзей, может быть, родителям кто-то, да, копеечку подбросил, либо детям, внукам. И сами остались, ну, действительно, вот на копейках просто, вот, ну, как бы до зарплаты, либо до пенсии нужно протянуть. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас сейчас, вот, ну, скажем так, с помощью, да, вы часто вот помогаете людям, либо же, ну так, от случая к случаю. Может быть, у вас родители, да, вот на постоянной вашей поддержке, может быть, дети, вот именно финансовая поддержка. Либо же, ну, вы вообще никому ничего не помогаете, может быть, вы разочаровались, да, у нас общий расклад в конце концов. Вот напишите, как вот именно с вашей финансовой помощью обстоят дела. Ну, конечно же, снова мне показано, что кто-то из вас недавно начал жизнь как будто с чистого листа. Да, с женщиной это связано, да, 100%. Но это развод, разрыв, расход, да, если это просто были отношения, которые вы, да, попереживали, да, была тупиковая ситуация, но встали, взяли себя в руки, отряхнулись и пошли жить дальше. В ваши планы абсолютно не входит и не входило сидеть и годами страдать, да, вот в это болото вы себя не даете затянуть, да, вот такое депрессивное болото. Вы будете барахтаться, пока вы не выкарабкаетесь, и очень здорово это. Кто-то из вас однозначно имеет работу, ну, то ли это какая-то рабочая профессия, ну, она скорее связана с таким тяжелым физическим трудом, может быть. Вот именно когда вы что-то делаете, может быть, руками что-то делаете, может быть, вы сами на себя даже работаете, но это такая довольно тяжелая работа.
Скорее, это не с бумагами, а вот именно, ну, я склоняюсь, что это такая какая-то рабочая профессия. У кого-то, кстати, из вас может быть даже не 2, а 3 образования. Ну, это, в общем-то, коротко. Смотрите, ребят, я не вижу сейчас, чтобы ваше сердце было занято. Тоже вот по поводу личной жизни, да. У кого-то могут проиграться легкие отношения. Ну, типа романчики там для здоровья, в таком плане. Не вижу, чтобы сердце было занято. Это может еще говорить о том, что вроде бы и есть женщина рядом, да. Опять же, это могут быть токсичные отношения, что вы ее не впускаете в сердце. Ну, то есть ваше сердце свободно. Либо же еще может проиграться, что вы недавно познакомились с женщиной, но еще нет тех чувств, вы ее не впустили в душу, в сердце, то поэтому тоже нам не показано, что сердечко занято. То есть это такие переходные периоды могут быть. Ну, либо же, конечно, вы продолжаете холостяковать. Ну, давайте смотреть, кто же наблюдает за вами. Мы сейчас разные ситуации посмотрим, да? А вы уже берите под себя, переворачивайте. Ух ты ж, елки-палки, а кому это так плохо без вас? Кому это так плохо? Это женщина, которая находится на расстоянии, с которой был у вас брак, скорее, ну, неважно, даже гражданский может быть брак, либо официальный. Эта женщина наблюдает за вами и кусает локти в прямом и в переносном смысле слова. Хоть локти и невкусные, но она их кусает, потому что понимает, кого и что потеряла. Она прекрасно осознает, какой вы. Но в то время, когда вы жили вместе, да, скажу коротко, вот начала просто с жиру беситься. Она видела, что вы любите, она видела, что вы вкладываетесь, кружите ее, подарки. Ну, в общем, каждый по своей возможности вы все делали для нее. Вы старались, вы впахивали для нее, вы старались те же подарки, там какую-то приятность ей сделать. Вот реально человек начал с жиру беситься, захотелось приключений, да, но эти приключения вам слишком дорого обошлись, и прежде всего для вашего здоровья, да, все эти ваши переживания, которые вы прошли, кто-то сейчас, может быть, в этих переживаниях находится. И эта женщина наблюдает за вами, ну, у кого-то это может быть через соцсети, у кого-то через общих знакомых, там, друзей, приятелей, да, она может расспрашивать, как вы, что вы. Ну, здесь скорее такой интерес, чтобы прощупать, есть ли у вас женщина, какое у вас настроение, как вы к ней расположены, да, вот в соцсетях она может смотреть, может быть, вы там фоточку с новой женщиной выложили, в таком вот плане. У нее созревают мысли про перемирие, потому что, ну, такой несчастной, какой она вот сейчас, ну, у кого-то может проиграться вот недавно, да, такой несчастной она себя еще не чувствовала. Вот никому не нужной, тут и финансовые проблемы, тут и жезлы закончились, по которым она прыгала какой-то период, да. То есть такое тотальное одиночество. Она себя, вот знаете, сама себя загнала в угол вот этим своим, ну, баловством, да, что жиру бесилась. Думала, вы ей будете все прощать. Да не тут-то было. Не простили, не забыли и вычеркнули. А если вы вычеркиваете, то это все окончательно бесповоротно, и это точки поставлены у всех. Поэтому она наблюдает просто, чтобы, ну, то ли какой-то план, да, вот построить в голове, чтобы что-то придумать, на какой козе к вам можно подъехать, чтобы хоть как-то попытаться, да, вот наладить что-то, помириться, хотя у нее нет уверенности, что вы помиритесь. Нет, вы будете твердо стоять на своем, нет. Хотя, смотрите, даже у кого-то из вас может проиграться, что эта женщина, вот бывшая, она может до сих пор у вас быть в душе, в мыслях, да, то есть она может быть до сих пор вам не безразлична, но вы ее как вычеркнули, так вычеркнули. Да, вам тяжело. Она живет просто у вас в голове, потому что вы так по щелчку, вы не можете ее забыть. Но то, что она вас предала, то, что она сделала, да, вот вытерла вашу душу грязные ноги,
Ну, вы это никогда не простите. Вот вы, мне показано, проявите свою твердость, даже если она попытается вот хоть как-то к вам подлезать, неважно, манипуляциями, хитростью. Вот вы не будете ее прощать ни в коем случае. Для вас даже это момент какой-то, не то что даже обиды. Обида это само собой. Но какая-то вот брезгливость, что ли, да? С одной стороны, женщина, которая была, ну, божеством для вас, да, была королевой вашей, а сейчас даже вот, ну, противно от одной мысли, да, во что она превратилась, как низко она упала. Поэтому, ну, наблюдает она за вами, пусть наблюдает, вот в таком ключе. Чем бы дитя не тешилось, да, вам это по барабану. Вот именно бывшее, вот для вас это что-то такое, что хочется забыть, забыть как кошмарный сон. Кто еще за вами наблюдает? Давайте переворачиваем, кому что подходит, ребят. Так. А у кого-то наблюдает женщина, которая была, возможно, с вами в романтических историях, но с ней тоже все закончилось. Но это закончилось для вас. Она вас помнит, она вас не забыла, она бы хотела вот тоже с вами как-то получить шанс на возвращение отношений. Но опять же, у кого-то проиграется, что, может быть, вы вообще где-то разъехались, там порвали все отношения, и она банально не знает, у нее нет выхода, да, женатый вы, не женатый, свободный, да, ну то есть это могла быть, неважно, одноразовая история, либо же это просто у кого-то роман был. Она, ну, не имеет такой достоверной информации, она пытается как-то узнать. Если это соцсети, ну, мало что она там узнает, да, потому что, опять же, там либо же вы мало чего выставляете, у кого-то, может быть, вообще нет соцсетей, поэтому вот она мечется, она пытается вот найти какое-то связующее звено, чтобы хоть что-то о вас узнать. Даже не удивляйтесь, кстати, у кого-то может проиграться, что вы можете с этой своей, ну, такой бывшей пассией, назовем ее так, вы можете где-то неожиданно пересечься. То есть, ну, здесь такой момент отчаяния у нее будет. Она может специально приехать, зная, допустим, где вы работаете, где вы живете. Ну и приблизительно, к примеру, там в вечернее время, да, знает, что в такое-то время вы идете с работы, она может, ну, просто где-то там прогуливаться, типа она шла с магазина в магазин, а потом хопа, и внезапно мы встретились, да. То есть, вот чтобы вы знали, что это такой очень популярный женский маневр, когда женщина делает вид, что ой, мы случайно встретились, я тут мимо проходила, да, да мимо, да не совсем мимо, чтобы вы знали. Поэтому я вам скажу, что у кого-то из вас может даже быть такой шанс, чтобы с ней, ну, снова то ли зароманить, кто захочет, вы можете перейти в серьезные отношения, причем здесь могут быть довольно глубокие взаимные отношения. Вот казалось бы, да, это уже прошлое, казалось бы, это пассия, которая, ну, где-то там далеко-далеко, уже перевернутая страница, но тем не менее, вас она не перевернула. Вот зацепили вы ее, очень сильно зацепили, и кто-то зацепил даже своей вот именно мужской силой. Ну, я имею в виду, вот какой вы любовник, да, здесь могла быть очень бурная, страстная история быть. Судя по раскладу, тестостерончик у вас очень неплохой, да, то есть даже если вам много-много лет, то все равно у вас мужская сила довольно неплохая. Вы это знаете, вы этим гордитесь. Возможно, вам, как в молодости, нужно много, часто, да, скажем так. Поэтому вот вы зацепили очень сильно. Это, ну, не единственный момент, но, конечно же, для этой женщины это немаловажно. Поэтому таких жарких мужчин у нее еще точно не было. Поэтому у кого резонирует, ребят, у вас есть шанс с вашей бывшей зазнобой возобновить либо же романтик, либо же отношения. Это уже вы будете решать сами. Кто еще за вами наблюдает? Наблюдает, знаете, женщина. Сегодня у нас, я смотрю, одни женщины приходят на расклад. Женщина, которая когда-то вам делала пакость. Что это за женщина?
Женщина, которая, это может быть, опять же, у кого-то может проиграться ваша же бывшая, да, у кого-то это может проиграться какая-то мимо проходящая, очередная тоже. Но эта женщина пыталась как-то воздействовать на вас магически. А тянет вот ее, знаете, к вам, как вот преступника на место преступления. Вот ее к вам тянет. То есть здесь какие-то были то ли ритуалы сделаны, да, в свое время. Вот ее тянет к вам, да, вот какая-то сила. Хочется увидеть, хочется услышать, хочется как-то повзаимодействовать. Поэтому просто вот не удивляйтесь, если в вашей жизни появится, может быть, уже у кого-то появились женщины, с которыми, да, вы могли как-то пересекаться. Кстати, еще такой момент. Может проиграться, что эта женщина имела на вас виды. Не обязательно, что с ней была семья, либо роман. Она, может быть, пыталась вас приворожить, вот эти все привороты, отвороты делала, да. Поэтому она такая, как созависимая от вас. Вот тянет ее, тянет. Вот знаете, это могли быть неправильно сделанные какие-то магические действия, ритуалы какие-то неправильные. То есть, ну вот тяга, как будто с вами, вот связь эта осталась, если она приворот делала, но эта связь не разорвана. И вот ее к вам тянет, тянет. Знаете, как будто она сделала наоборот, сама себя к вам приворожила. То есть здесь такие вот эмоциональные качели, она может появляться в вашей жизни, она может просто звонить, может пересекаться. Ну, то есть это связано с магическим воздействием. Вот как будто реально перевернула, не вас приворожила, а себя к вам приворожила. Ну, такое бывает, если люди неправильно что-то делают. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то женщины, с которыми, еще раз повторюсь, может быть, с ней ничего у вас и не было, но каким-то образом вот женщины из прошлого, может быть, она не совсем из прошлого, может быть, она где-то там с вами пересекалась, но не удивляйтесь, если вы какую-то женщину из своего окружения, даже это не совсем близкое окружение, вы можете часто где-то с ней стать видеться, да, вот как будто вот, ну реально, да куда ни пойду, она везде, да, вот и там она, вот как будто ее тянет магнитом к вам. Поэтому не удивляйтесь, это все магия. Ну и вишенка на торте, да, напоследок мы посмотрим. Еще есть женщина, которая за вами наблюдает, но это такая тайная поклонница, поскольку, ну, она, в общем-то, уверенная в себе женщина, она не бегает за мужчинами, она очень хорошо выглядит, у нее хорошая фигура, она ухоженная, ну, она королева во всех смыслах слова. Очень вы ее заинтересовали. Мечтает быть с вами, но пока как бы из-за угла, грубо говоря, вот за вами присматривает, подсматривает, может быть, где-то справки наводит, такое досье на вас собирает. Ну, женщина довольно интересная. С ней у вас могут быть довольно крутые перемены, причем это будет не в одночасье, это не будет удар молнии в сердце, нет. Это будет очень осознанная такая история с вашей стороны. Здесь сначала будет больше она заинтересована, больше она будет вовлекаться, если вы пойдете в отношения с ней. Вы как-то будете больше так приземленно, рационально ко всему подходить, да? Поэтому не удивляйтесь, что сразу вот таких прям стрел Амура не будет. Вы будете присматриваться, потому что она вам покажется сразу такой высокомерной, может быть, да, ну такая королевишна. Но когда вы будете все больше и больше с ней общаться, вы увидите, что да нет, это просто ее, ну такой образ, скажем, да. Она никакая не королевишна, она самая обычная женщина, ну просто с таким видом королевы, которая умеет себя подать, которая умеет держаться в обществе, с которой интересно, страстно. Ну, в общем-то, у вас большие перспективы, если вы пойдете с ней в отношения. Ну, в общем, такой был сегодня расклад. Берите, кому что подходит, переворачивайте под себя. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!